Дорогие друзья и гости канала, всем привет, с вами Людмила. Приглашаю вас сегодня на мастер-класс по вязанию вот таких замечательных мокасин. Я думаю, что вам они понравятся. Они очень простые в вязании, но смотрятся очень элегантно. И давайте мы с вами будем такое вязать для себя. Друзья, если смотрите еще это видео, не подписавшись на канал, не забудьте сделать это прямо сейчас. Нажмите на кнопочку подписаться, на колокольчик, чтобы получать уведомления и не пропустить новые видео, которые будут выходить на канале. Ну а в процессе мастер-класса прошу вас, комментируйте, пожалуйста, задавайте вопросы под видео, и я буду отвечать с удовольствием на все ваши вопросы. Итак, что нам нужно? Ну, я взяла вот такую подошву, это подошва Авито, здесь вот отверстие на расстоянии 1 сантиметр, сделаны пряжа Melissa Sweet, цвет вот такой вишня, 75 грамм на 168 метров, 100% акрил. Очень хорошая качественная пряжа, крючок использую 3 миллиметра. И начинаем мы, конечно, с первого установочного ряда. Вот здесь у меня отмечен центр подошвы. Вот здесь, видите, такая полосочка. Отсчитываю от нее вправо 4 отверстия. И начинаю вязать. Оба мокасина, и правый, и левый, вяжутся абсолютно одинаково. Так что начинаем вот с правой стороны. 4 отверстия вправо. И провязываем в каждое отверстие 3 столбика без накида. В первое отверстие я провязываю 1 столбик, потом я довяжу в конце ряда сюда, а начиная со следующего провязываем 3 столбика. Первый, сюда же второй, нитка сорвалась, провязываем в это же отверстие второй столбик, и в это же отверстие провязываем 3 столбик. Вот таким образом в каждое отверстие. Если у вас не пробиты отверстия по подошве, то вы можете их сами пробить. Просто взять сантиметр, отмерить по 1 сантиметру между этими отверстиями, и там, где будет отметка, это будет центр каждого отверстия. Вот такие сделать отверстия, и потом у них по 3 столбика без накида. Вот, продолжаем так вязать до самого конца ряда, до первого столбика, который мы с вами провязали в 4-е отверстие от центра. 3 столбика без накида в каждое отверстие. Ну, думаю, что с этим вы справитесь. И переходим к следующему пункту. Вот сюда приходим. В конце ряда, там, где было 1 столбик, довязываем еще 2 столбика без накида, чтобы в нем тоже было 3. Первый, второй и третий мы провязали, когда начинали ряд. Теперь в первую петлю соединительный столбик. Все, провязали первый ряд. Воздушная петля подъема. И теперь в каждую петельку предыдущего установочного ряда провязываем столбик без накида. Просто двигаемся по кругу и провязываем столбик без накида в каждое отверстие. Вот таким образом. Вот так провязываем, до конца доходим ряда, вот сюда, встречаемся в конце ряда. Довязали этот ряд, провязываем последние, тут у нас несколько осталось петель, мы сейчас их довяжем. Точно так же в конце ряда
провяжем соединительный столбик. Вот последнее отверстие. Вяжу довольно плотно, поэтому пряжа иногда может спадать с крючка, но ничего страшного. И теперь соединительный столбик и начинаем вязать следующий ряд. Следующий ряд мы начинаем вязать пяточку, поэтому здесь вот у нас 4 отверстия от центра мы начали. И отсчитываем сюда тоже, между третьим и четвертым будем, вот сейчас поставим маркер, до сюда будем вязать первый ряд по пятке. У нас получается с той стороны между третьим и четвертым и с этой стороны. Двигаемся. Смотрите, первое у нас получается, опускаемся через ряд на ряд ниже и провязываем столбик без накида. Но передняя длинная стеночка получается у этого столбика. Второй ряд из предыдущего ряда, как обычно, столбик без накида. Затем снова опускаемся на ряд ниже. И снова провязываем столбик без накида с длинной передней стенкой. Я их называю длинные и короткие столбики, поэтому чередуем длинный столбик из петель на ряд ниже, короткий столбик из петель предыдущего ряда. Вот таким образом происходит чередование длинных и коротких столбиков, которые затем в шахматном порядке будем их провязывать. Они дадут нам красивый плотный узор, который будет очень хорошо держать пятку, ну и прекрасно будет смотреться в изделии. По количеству петель ориентируемся по нижнему первому ряду. Там у нас в каждое отверстие 3 столбика без накида, поэтому легко посмотреть, где какой следующий. Вот видите, вот тут центральный нижний столбик во втором ряду. Это будет длинный столбик. Следующий идет уже у нас короткий столбик, то есть не во второй ряд, а в первый ряд. Вот отсюда, с первого ряда. На весу не очень удобно под камеру держать. Вот опять во второй ряд опускаемся. Длинный столбик. В первый ряд короткий столбик. И так доходим до маркера. Старайтесь вязать достаточно плотно, чтобы можно было потом, чтобы не рыхлое было вязание. Для обуви вообще обычно плотненько вяжем. Если крючок подобран, например, под пряжу неправильно, может быть мягкое рыхлое вязание, возьмите меньше крючок. Поэтому тут надо очень внимательно смотреть, как получается узор. Он в итоге должен просто стоять, держать форму. Вот заканчиваем ряд. Короткий столбик, длинный столбик. Мы дошли до маркера. Теперь маркер убираем, он нам здесь не нужен. И переставляем на него петлю. Вот эту последнюю петлю, которую мы провязали, столбик длинный у нас получился. Возвращаем нить в начало ряда к пяточке. И от первой петли, с которой мы начинали вязать, вот здесь она у нас между третьим и четвертым отверстием, вот она. Отсчитываем от нее вперед 3 петли. В третью петлю вводим крючок и провязываем столбик без накида. То есть у нас получается всегда первый столбик из петли предыдущего ряда короткий. Так как мы вперед двигаем всего 3 петли. Нечетное количество, поэтому у нас была первая короткий столбик,
затем длинный, короткий, длинный, над длинным, короткий. Все. И теперь двигаемся в шахматном порядке. Короткий столбик провязали, опускаемся вниз, длинный. Короткий столбик провязали. Вот, это уже третья петля. Мы провязали и доходим до первой петли, которая у нас была короткий столбик первый. Над ним будем провязывать длинный. Не могу никак, тут очень туго затянула, не могу вставить даже крючок. Вот, и теперь первая петля, это у нас был короткий столбик. Нам нужно опуститься вниз и провязать длинный. Вот так, под ней. Теперь над длинным столбиком, видите, здесь короткий провязываем. Над коротким столбиком опускаемся вниз, длинный провязываем со второго ряда. Над длинным короткий. И так чередуем до конца ряда. Доходим до маркера. Здесь снимаем петлю с маркера, провязываем с последней петлей вместе эту петлю и двигаемся вперед на 3 петли. Потом возвращаемся, снова 3 петли, доходим до конца, добавляем 3 петли. С каждой стороны добавляем по 3 петли и провязываем. Я сейчас покажу, как вот я заканчиваю ряд, чтобы было понятно. Здесь вот у нас был длинный столбик, провязали короткий. Дальше длинный. Видите, не довязываю, сразу снимаю вот 2 петли на крючке. Снимаю с маркера петлю. На крючок маркер убираю. На крючке 3 петли. И провязываю их вместе. Вот, раз, два, 3 петли. Провязала вместе. Что такое, опять спадает нить, спадает просто с крючка. Теперь следующую петлю провязываем длинный. Тут по узору смотрим, какой у нас узор, на какой петле закончилась. И продолжаем вязать длинный, короткий. 3 петли добавляем. И последнюю, третья петля добавочная сделали. На маркер переставили. Нить вернули в начало ряда. Вот видите, какой красивый получается узор. Пришли к началу ряда, отсчитали вперед снова 3 петли. И начинаем 1, 2, 3. С третьей петли вязать. Снова короткий столбик у нас первый идет всегда, потом длинный, короткий. Первый у нас обычный короткий столбик. Дальше опускаемся вниз. Смотрим, вот здесь у нас первая петля, вторая будет вот здесь. Следующая. На ряд ниже. Теперь из предыдущего ряда короткий, длинный, короткий следующий. Из петли предыдущего ряда всегда вот здесь уже будет тугая вязка перед первой петлей. И дальше у нас уже по рисунку длинный, короткий, над короткими длинные, над длинными короткие. Все. Очень хорошо видно в узоре, когда вы начнете вязать узор, между длинными петлями в следующем ряду провязываете длинный столбик. То есть их видно будет, куда вязать. Вяжем. И таким образом поднимаем пятку на необходимую высоту. Количество рядов будет зависеть от того, какой у вас размер, какая высота пятки. Я вяжу здесь на 36 размер. Чем больше размер,
тем выше надо будет поднимать эту пяточку. Вяжем туда-обратно и провязываем. Вот такой результат у нас получается. Вот прибавляли с обоих сторон мы по 3 петли, и всего я провязала, сейчас посчитаем, вот сколько общее количество, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всего 10 рядов. Пока достаточно. Если у вас размер больше, добавьте еще, там на 37 еще ряд, на 38 еще ряд. И теперь начинаем вязать по кругу. Вяжем круговым рядом. Смотрите, вот я вяжу дальше по рисунку. Рисунок не меняю, я опять буду чередовать длинные короткие петли. Все, дальше идем, уже будем по переду двигаться. Здесь я перестала добавлять, уже просто буду круговыми вязать. Провязали длинный столбик, следующий короткий, вот сюда в первый ряд крючок, затем опять во второй ряд крючок. И вяжем вот так, доходим по кругу, проходим несколько рядов. Все время вяжем по рисунку. Вот такой рисунок, который мы провязывали на пятке. Вот видите, провязали мы теперь вот этот бортик передний для подъема. Опять же, ножка если шире, вот у меня всего тут 3 ряда провязано. Для подъема этого достаточно на мой размер, на такую худенькую ножку. Здесь у нас получается 10 рядов и 3 ряда вот эти круговой обвязки, 13 рядов. Теперь провязываем соединительные столбики. Вот закончим сначала ряд, вот где видите, чтобы 3 ряда, где у нас 2 ряда не хватает еще. Я вижу тут по рисунку, что у меня нижние 2 ряда мне надо выровнять, чтобы было 3 ряда при переходе на пятку. И дальше провязываем 2 соединительных столбика. Все, можно нить обрезать. Конец нити мы потом вяжем, когда будем вязать. Вот. И теперь у нас получилась основа. Вытянуть конец нити наизнанку и оставить, не обрезать ничего, потом завяжем в изделие. Вот такая основа получилась. И начинаем двигаться по передней части. Вот центр, центральная петля, от нее отсчитываем 4 петли вправо. Значит, 4 петли вправо плюс центральная петля 5 и 4 петли влево будет. То есть провязываем первый ряд 9 петель. Переднюю часть будем вязать только столбиками без накида, поворотными рядами, но и в лицевом, и в изнаночном ряду будут только столбики без накида. Отсчитали 4 петли вправо, привязались и начинаем провязывать в каждую петелечку столбики без накида. 9 столбиков вяжем. Вот это у нас будет второй, третий, четвертый. Дальше идет центральная петля, 5 и 4 столбика влево, 6, здесь уже никакого рисунка, 7, только столбики из петель предыдущего ряда, 8 и 9. Вот 9 столбиков провязали. Это первый ряд. Вот этот конец нити мы вязали, его можно обрезать. 9 столбиков, 4 от центральной петли вправо и 4 влево. Теперь соединительный столбик, еще один соединительный столбик, разворачиваемся на изнаночную сторону
и вяжем изнаночный ряд тоже столбиками без накида. Обрезаем этот хвостик, мы его вязали, чтобы тут он даже не мешал, и потом не вылез на лицевую сторону у нас этот хвостик. Лучше его обрезать. И теперь со второй петли от крючка первую пропускаем, в нее не вяжем, а со второй начинаем. Вяжем столбики без накида в обратную сторону. Провязываем каждую петелечку 3, 4, 5, 'поближе покажу, чтобы видно было, как заканчиваю ряд. 6, 7, 8, 'Видите, у нас тут угловая петля. Вот сюда надо, она была самая первая, провязываем 9 столбик. Все. Теперь разворачиваемся на лицевую сторону. Для чего это надо? Чтобы не было дырок при вязании, красиво было. Провязываем 2 соединительных столбика по боковой части. Первый, это мы присоединили ряд, и второй для подъема, как вместо петли подъема. Вот так. Переходим к третьему ряду. Вяжем точно так же со второй петли от крючка. Первую пропустили, во вторую начали вязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь у нас на одну петлю стало больше. Дальше по лицевой стороне опять же 2 соединительных столбика. Первый и в следующую петлю второй. Вот. Теперь разворачиваемся наизнанку и вяжем дальше. Точно так же в конце каждого ряда мы делаем 2 соединительных столбика. Вот провязали. Перед, опять же, зависит от размера ножки, сколько рядов вы провяжете. Так, чтобы вот пальчики были накрыты, этого будет достаточно. Теперь по боковой части я провязываю не 2, а 3 соединительных столбика в конце ряда. И с изнаночного ряда вот здесь начинаю вязать следующий. Воздушная петля подъема, пропускаю один столбик во второй, вот по боковой части один и по передней, вот так. Это первый столбик у нас, чтобы спередом, и столбик с одним накидом. Дальше воздушная петля подъема, пропустили столбик во второй столбик с одним накидом. Воздушная петля подъема, одну петлю пропустили, во вторую столбик с одним накидом. До конца ряда вяжем. Такой узорчик. Мы делаем такую как бы сеточку. Воздушная петля подъема, столбик с одним накидом. Это будет весь ряд. И обязательно по изнаночной стороне, чтобы красиво ложился потом узор. Поэтому смотрите, чтобы у вас изнаночный ряд.
Добавьте еще лицевой ряд, если у вас не получается. Количество рядов зависит от вашего желания. Тут можно выше сделать эту сеточку, можно ниже ее сделать. В общем, как вы хотите. Воздушная петля подъема. Одну петлю пропустили. Столбик с одним накидом. Доходим до конца ряда. Воздушная петля подъема. Дальше по боковой части пропускаем 2 петли и в третью, так как у нас высокие столбики, столбик с одним накидом. Столбик с одним в третью, соединительный столбик, извините. Затем еще один соединительный столбик. Здесь больше не надо, один только. И дальше со второй петли от крючка вяжем ряд столбиками без накида. Обычные, но под арочки. Вот эти 2 столбика под каждую арочку. Над самими столбиками ничего не вяжем. У нас воздушные петли были, 1 воздушная петля. И сюда мы вяжем 2 столбика без накида. Чтобы соответствовало количество петель, у нас получается воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик. Поэтому над столбиками ничего не вяжем, просто вяжем под арочки по 2 столбика без накида. Так что получится, что у нас будет нужное количество петель. Провязываем такой ряд. Затем по изнаночной стороне, когда мы вяжем столбики без накида, просто мы делаем 2 соединительных столбика. Вот видите, получается очень симпатично. Мы сделали такие арочки. Теперь по боковой стороне 1 соединительный столбик, 2 соединительный столбик. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Со второй петли от крючка начинаем вязать столбики без накида. То же самое, ничего не меняется. Провязываем весь ряд столбиками без накида. Я думаю, что это понятно. Теперь у нас тут в каждую петелечку провязываем столбик без накида. И дальше такой же ряд столбиками без накида провяжем лицевой. То есть у нас получится, я планирую провязать на этой модели 5 примерно вот таких секций с арочками, как бы клеточку, сеточку такую сделать, и между ними, между этими сеточками будет по 3 ряда столбиков без накида. Это будет лицевой, изнаночный и лицевой. Сеточку все время вяжем по изнаночной стороне. Вот изнаночный ряд заканчиваем, доходим до конца ряда. Провязываем последние петли. Разворачиваем на лицевую сторону, присоединяемся соединительным столбиком в следующую петлю боковую и дополнительный соединительный столбик вместо петли подъема для следующего ряда. Опять соскочила нить. Еще один соединительный столбик. Получается у нас 2 соединительных столбика. Разворачиваемся на лицевую сторону, провязываем весь ряд столбиком без накида до конца. Затем изнаночной сеточкой снова 3 ряда туда-обратно простыми столбиками без накида. Снова сеточка и так далее. Вот так мы двигаемся. И у нас получается вот 1, 2, 3, 4.
4 таких секции. Потом мы будем вывязывать сейчас пятку, а затем уже добавим еще 5-ю секцию в круговой обвязке. Итак, провязали 3 ряда поворотными по переду, закончили над 4 секцией. Теперь начинаем вязать по боковой части столбиками без накида. Никакого узора здесь тоже не используем. Узор у нас уже был по переду для подъема и по пяточке. Дальше идем столбики без накида. В каждую петелечку провязываем столбик без накида и вяжем мы отсюда и до той стороны, до передней части, на другой стороне туфельки. Двигаемся. Вот этот вот конец нити, что у нас был оставлен по боковой части, вот сюда доходим в угол. Здесь довязываем петли до передней части. Все провязываем столбиками без накида. Очень простой узор, но очень аккуратно и красиво смотрится в обуви. Думаю, что это очень удобно будет. Пропускаем угловую петлю и в первую петлю переда присоединяемся соединительным столбиком. Раз, еще один соединительный столбик, 2. Разворачиваемся на изнаночную сторону и со второй петли от крючка начинаем вязать изнаночный ряд, столбики без накида. Точно так же поворотными рядами в каждую петелечку столбик без накида, провязываем до конца ряда. Таким же способом будем присоединяться и вот здесь с этой стороны. Пропускаем угловую петлю и 2 соединительных столбика. Разворачиваемся на лицевую сторону и вяжем туда-обратно 4 ряда. Вот я провязала 4 ряда. Теперь присоединяюсь. Соединительный столбик 1, 2 и 3. Теперь я провязала 3 соединительных столбика. Воздушная петля и начинаю по изнаночной стороне вывязывать вот такую сеточку. Сеточка будет связана по кругу. Одну петлю пропускаем, вторую столбик с одним накидом. Воздушная петля, одну петлю пропустили, во вторую столбик с одним накидом. Воздушная петля, петлю пропустили, во вторую столбик с одним накидом. Двигаемся так по кругу. Здесь уже мы не только по боковым частям и пяточке, а двигаемся и по передней части тоже. Вот, видите, провязываем такую же сеточку и доходим вот сюда. По кругу провязали. Видите, здесь все сеточка. Теперь нам надо присоединиться вот в первую вот сюда столбик с одним накидом, провязываем в вершину этого столбика соединительный столбик. Провязали, разворачиваемся на лицевую сторону. Вот так мы соединили, видите, как получилась круговая такая сеточка. И теперь делаем обвязку этих вот арочек по 2 столбика без накида под каждую воздушную петлю. Воздушную петлю подъема забыла, видите. Теперь провязываем по 2 столбика без накида под каждую арочку, под каждую воздушную петлю. 2 столбика без накида, вяжем точно так по кругу. Не забываем в углах, вот где у нас перед, да, справа и слева, пропускать угловые петли, чтобы потом это все не пузырилось на ноге, не спадало с ноги. И точно так же 4 ряда провязываем по кругу. Вот, смотрите, 4-й ряд я довязываю,
Угловые петли по боковой стороне я пропускала. И теперь последний столбик. Здесь угловую петлю, как обычно, пропускаю и делаю соединительный столбик. Так, соединительный столбик провязываем. Дальше воздушная петля подъема. И теперь обвязка, верхний ряд. Рачьим шагом назад двигаемся, провязываем столбики без накида, но только шагаем не вперед, а назад в каждую петелечку. Так, вынимаем петлю и 2 петли вместе. Обычный столбик без накида. Тут надо просто приноровиться. Первый раз, если никогда вы так не вязали, может быть неудобно показаться, но на самом деле очень простая обвязка, но она очень симпатично смотрится. Вот так шагаем назад, достаем нить и провязываем столбик без накида. Шагаем назад, достаем нить, провязываем столбик без накида. Вот так, когда мы сделали шаг назад, вынули нить, чуть-чуть ее подтянули наверх и столбик без накида. Вот таким образом весь ряд провязываем до конца и здесь заканчиваем. В этот ряд можно ввязать резиночку. Вот такую пуговку для украшения пришила. Вот здесь, вот видите, последний ряд вот сюда, чтобы не спадала с пяточки, но туфелька, можете ввязать резинку, можно в 2 ряда обвязки, верхний, вот последний 4 и в ряд обвязки. Ну, я резиночку не ввязывала, потому что очень плотно, получается, сидит на ножке, то есть высокая пяточка. Вот здесь можно 2 ряда сделать резиночку. Резиночку обычную использую тоненькую, и получается, в общем-то, довольно красиво. Ну вот, наше изделие готово. Мокасины получились, я считаю, идеальные просто. Очень хорошо смотрятся на ножки. Просто вязать их проще, наверное, уже не бывает. Простое. Узоры простые. Так что вяжем и наслаждаемся результатом. Друзья, если это видео вам понравилось, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Нажмите на кнопочку подписаться, если вы до сих пор еще этого не сделали. Нажмите на колокольчик, чтобы получать сразу же сообщения о новых видео, вышедших на канале. Заходите на канал, смотрите видео, там их очень много, уже более 200. Все мастер-классы для вас бесплатные, и вы можете ими пользоваться. Есть все от босоножек до сапожек. Так что смотрите и используйте для своих изделий. И еще прошу вас, обязательно пишите комментарии. Пишите ваши отзывы о том, как вам мастер-класс. Пишите ваши пожелания. Может быть, вы хотели бы какие-то еще изделия увидеть. Я буду рада вашим комментариям, вашим вопросам, на которые я обязательно отвечу. Желаю вам ровных и красивых петелек. И до новых встреч, друзья!